Привет, ребята! С вами Билл Райан от проекта Камелот и проекта Авалон от 20 февраля 2010 года. Для меня большая честь снова встретиться с Клаусом Дона. Клаус будет комментировать одно из его чрезвычайно необычных и увлекательных слайд-шоу об артефактах и различных явлениях, которые он обнаруживал и исследовал лично во всем мире. Спасибо, Билл. Это очень хорошее резюме. Друзья, просто расслабьтесь и наслаждайтесь слайд-презентацией, и Клаус проведет вас через его собственное путешествие. Вы можете сопровождать его в его собственном путешествии через его собственные открытия. Итак, Клаус, на что мы здесь смотрим? Я вижу массив пирамид. В чем значение изображения? Значение состоит в том, что вы можете найти пирамиды по всему миру на каждом континенте. И вопрос в том, когда и кто строил эти пирамиды. Почему многие из этих пирамид по всему миру выглядят очень похожими? Другой вопрос заключается в том, действительно ли они существовали на низком уровне развития цивилизации. Я думаю, что многие из наших исследований действительно доказывают, что когда-то давно существовала глобальная цивилизация. Но сколько тысяч лет назад мы не знаем. Большая часть аудитории проекта Камелот, возможно, знает историю об одном каменном здании, найденном в 1984 году на глубине 25 метров в океане в Японии, вблизи острова Янагуни. Он является юго-восточным японским островом, принадлежащим к очень симпатичной группе островов. До сих пор ведутся споры с некоторыми международными археологами, которые утверждают, что этот монумент был сотворен природой. Но мой друг, профессор Масааки Кимура, проводил исследования в течение нескольких лет. Он исследовал не только этот монумент, но и обнаружил поблизости несколько других. Однозначно, что природа определенно не делает свои творения на двух платформах. У этого памятника есть одна огромная каменная черепаха, и есть одна огромная каменная птица, похожая на орла. Природа делает много вещей, но не таких точных и идеальных, как этот памятник. Вопрос в том, где все камни. Если бы природа сделала это, то должны остаться камни. В природной среде одни улицы были бы засыпаны камнями с других каменных улиц. Там также был найден каменный стадион, похожий на римский Колизей, с каменными трибунами и каменными лестницами. Прекрасная природа творит много замечательных вещей, но не таких идеальных, как эти здания. Перед вами огромная каменная черепаха, и вы можете увидеть, насколько мал ныряльщик по сравнению с ней. Здесь у вас есть улица с лестницей, ведущей вверх. Здесь опять изображение очень крупным планом, чтобы вы видели размер этого огромного памятника. Здесь вы можете увидеть несколько карт. Вверху, с правой стороны, вы можете увидеть карту Пири-Рейса, которая использовалась задолго до того, как Христофор Колумб прибыл в Америку. И вы можете увидеть, насколько совершенной была эта карта уже в начале XVI века. Показаны часть Европы, Испания, Португалия, часть Западной Африки, а также часть Южной Америки. Мы до сих пор не знаем, кто смог составить такую идеальную карту уже много веков назад. На остальной части карты Пири-Рейса, которую мы показываем на этой фотографии, вы также можете увидеть Антарктику без льда. В 1956 году исследователи обнаружили, что континент под ледяной шапкой в центре Антарктики выглядит точно так же, как и на карте Пири-Рейса. Это значит, что карта Пири-Рейса должна быть старше как минимум на 10-12 тысяч лет. И сразу же возникает вопрос: кто смог создать такую чудесную карту мира? На левой стороне, вверху, вы видите Атлантиду на карте Афанасия Кирхера от 1669 года. Эта карта почему-то перевернутая. Афанасий сделал ее наоборот. Если вы ее перевернете, вы увидите привычный вид, и вы увидите континент между Европой, Африкой и Америкой. Слева, внизу, вы можете увидеть различные части огромной каменной карты мира. Эта каменная карта мира была найдена в 1984 году в диких джунглях Эквадора в системе подземных туннелей. Вместе с ней были найдены еще 350 артефактов, которые на самом деле не соответствуют какой-либо известной южноамериканской доколумбовой культуре. На каменной карте есть белая линия природного кварца. На передней части каменной карты мира
вы можете увидеть инкрустацию в виде глаза. Это примерно на Ближнем Востоке, недалеко от Саудовской Аравии. От этого глаза вправо и влево проходит линия природного кварца. Справа линия проходит над Индией и Таиландом, и какого-то длинного острова с правой стороны. Профессор Кимура исследовал этот артефакт, что дало ему возможность заявить о том, что от северо-восточной части японского острова до самых глубин после Тайваня когда-то существовал огромный континент. Но тогда этой карте должно быть как минимум 10-12 тысяч лет. Вот обратная сторона, и вы можете видеть, что с правой стороны линия кварца проходит в Атлантике. И вы видите континент Атлантида, который в наши дни больше не существует. Затем белая линия пересекает Южную Америку. На крупном плане вы можете точно увидеть залив Гуаякиль и инкрустацию, показывающую именно то место, где были найдены эти артефакты. А также там есть вода самого высокого качества во всем мире. Еще один очень интересный артефакт, который был найден в том же месте, в Эквадоре. Это предмет известен как пирамида с глазом. Глаз – это инкрустация. Сам камень серо-белого цвета. Здесь есть 13 ступеней, и это все выглядит точно так же, как пирамида с сияющим глазом на долларе США. Если эту пирамиду поместить в темноту и осветить ультрафиолетовым светом, глаз будет очень сильно сиять. И он действительно похож на глаз. Но не на человеческий. Вот крупный план глаза, и вы можете видеть, какие цвета у этой инкрустации. Снизу, на этой же пирамиде, есть инкрустация из маленьких золотых пластинок, показывающая созвездие Ориона. И тут есть 4 иероглифа. Профессор Курт Шильдман смог перевести это письмо. Он был президентом немецкой лингвистической ассоциации и прекрасно владел более чем 40 языками. По его мнению, перевод этих 4 иероглифов, которые вы видите, гласит: «Сын Создателя идет». Всего несколько лет назад мы нашли такое же письмо на камнях в некоторых странах, таких как Эквадор, Колумбия, Иллинойс в Соединенных Штатах, Глазель во Франции, Мальта в Средиземноморье, Туркменистан, Австралия, Южная Калабрия в Италии. И везде есть камни и керамика с таким же письмом. Это означает, что такое письмо существовало когда-то во всем мире. В свою очередь, этот факт означает, что должно быть была глобальная цивилизация на всей планете, которая старше санскрита. И старше, как минимум, на 6000 лет. Профессор Шильдман также сказал, что это письмо имеет небольшое сходство с индийским письмом, а также с письмом острова Пасхи, и что оно старше санскрита. Он прямо называет это письмо пресанскрит. На этом камне наверху вы можете увидеть пару глаз. Ниже вы видите, что правая рука держит пирамиду, а левая рука лежит на вершине пирамиды. Возможно, что рисунок на этом камне показывает нам, как использовать пирамиду с глазом. На другом камне вы можете увидеть интересную резьбу. Сидящий человек, который держит пирамиду точно так, как это было показано на предыдущем артефакте. Из его глаз выходят какие-то лучи, и в том же направлении с правой стороны вы видите какие-то 2 персоны. На его голове что-то вроде небольшого шлема, и из этого шлема поднимается что-то похожее на антенну, направленную к странному объекту над ним. Перед вами фотография найденного шлема, который мы еще не смогли исследовать и проверить, из какого металла он сделан. Но вы можете видеть, что в центре шлема что-то отсутствует. Это могла быть такая антенна, которая была показана на предыдущем артефакте. Есть другая очень странная находка из того же места. Это большой нефритовый кубок и 12 маленьких нефритовых чашек. Поскольку эти 12 чашек сделаны руками человека, то все они по размеру немного отличаются друг от друга. Но если вы полностью наполните их водой, а потом перельете все в один большой кубок, то большой кубок будет наполнен до краев. Следующая странная вещь заключается в том, что вы можете увидеть на маленьких чашках числа, которые выглядят как числа майя. Но если вы сравните их с числами майя, вы обнаружите, что есть некоторые различия. На большой чашке вы можете увидеть идеально инкрустированное созвездие, также показывающее Орион и другие звезды.
Внутри большой чашки очень много металлических магнитных частиц. Удивительно, но снаружи чашки ничего подобного нет. Профессиональные геологи говорят, что это невозможно, потому что если внутри камня есть металлические частицы, то их количество должно быть одинаковым с обеих сторон. Это крупный план большой чашки, и вы можете увидеть идеальную инкрустацию созвездий. Они очень ярко сияют в ультрафиолетовом свете. Это маленькие чашки, по которым вы сможете более четко определить стиль цифр. Инкрустация по нефриту сделана странным материалом, который также сияет в ультрафиолетовом свете. А это другой артефакт. Это нефритовая пластина с той же инкрустацией в виде созвездия, как на большой чашке. А сверху на пластине две скульптурки в виде гуманоидов с лицами, обращенных к небу. На этом слайде вы видите, что глаза этих двух статуй и созвездия очень сильно светятся в ультрафиолете. А это коричневый камень в форме сердца, который в центре меняет свой цвет на черный, чего обычно не бывает в природе. Если вы посмотрите очень внимательно, вы увидите лицо с закрытыми глазами, с ртом, с длинным носом, с бородой и длинными волосами. На левой стороне лицо, а также камень сломаны. Это обратная сторона этого камня. Здесь вы можете увидеть спираль, которая заканчивается треугольником. Центр треугольника обладает высоким магнитным полем. Все это также светится в ультрафиолете. А это задняя сторона головы кобры. Кобры никогда не существовали в Южной Америке. Но это была найдена в том же месте, которое было обозначено инкрустацией на каменной карте. На передней стороне головы кобры посередине есть 33 линии. Число 33 очень мистическое с давних времен. С левой и с правой стороны от линии инкрустированы 7 точек, и возможно, что это чакры. Хотя реально никто не знает, что это значит. Эта голова кобры также ярко светится в ультрафиолете. Это другой объект. Идеально обработанная голова дельфина. Этот артефакт также светится в ультрафиолете. Здесь у нас своего рода каменный шлем. Вы можете надеть этот гранитный каменный шлем себе на плечи и положить в него голову. На нем также есть точки инкрустации. Некоторые эксперты говорят, что эти точки являются точными точками акупунктуры на голове человека. Здесь вы можете видеть, как он мог быть использован. И несколько месяцев назад они нашли на том же месте незаконченный каменный шлем. Это означает, что некоторые из этих артефактов были сделаны непосредственно в Эквадоре, но много-много лет назад. Опять же, инкрустация на этом объекте сияет в ультрафиолете. Это фантастическая нефритовая змея, у которой также точки инкрустации сияют в ультрафиолете. Это еще один артефакт, который идеально вырезан как с лицевой, так и с обратной стороны. Возможно, это означает, что он мог быть использован как маска. Для того, чтобы надевать этот артефакт на голову, вы можете увидеть два инкрустированных глаза. А на обратной стороне у вас так называемый третий глаз. Возможно, этот артефакт использовался для каких-то церемоний или для медитации. Никто не знает. Это нефритовая пластина с инкрустацией спирали, которая также ярко сияет в ультрафиолете. А на этой фотографии вы можете увидеть 7 колец, инкрустированных в нефритовой пластине. Опять же, кольца сияют в ультрафиолете. Некоторые говорят, что это может быть представление 7 чакр, так же как и точки на голове кобры. Здесь у нас есть еще один пирамидальный камень, найденный также в Эквадоре. Наверху вы видите пирамиду с глазом, и тут есть несколько спиралей и символов. Некоторые из них очень похожи на символы с пластины, которую нашли в Индии в 1880 году. В переводе той пластины говорилось о затонувшем континенте Му. А эта мраморная пирамида с инкрустацией спирали, также очень ярко сияющий в ультрафиолете. Вот другой камень пирамидальной формы с глазом. А здесь вы снова можете увидеть пирамиду с глазом, а внизу вы видите созвездие Ориона. Вернее, 3 звезды пояса Ориона, которые могут быть отсылкой к 3 пирамидам в Египте. Продолжение следует. Спасибо за просмотр. Все ссылки на источники информации в описании под роликом.
Так что пишите комментарии, жмите на пальцы, делитесь этим видео с друзьями, подписывайтесь на канал, ну а мы пока поищем что-нибудь интересное для следующего ролика. Монтаж, перевод, озвучка и анимация студии Эльмукон.